Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Геоэнергетика». Я Борис Марцинкевич. И сегодня я действительно чертовски рад. У нас замечательный гость Иван Владимирович Слива, автор книг, касающихся истории нашей гидроэнергетики, касающихся современности нашей гидроэнергетики. Я считаю его лучшим знатоком всего, что у нас связано с гидроэлектростанциями. Иван Владимирович, добрый день. Добрый день. И поводом для сегодняшнего разговора, сегодняшней встречи стало неожиданное решение компании «Ильга-Уголь» вспомнить о проекте Канкунской ГЭС. Не знаю, как для вас, для меня было точно большой неожиданностью. Вроде бы в 2011 году про него все забыли. И тут вот такая неожиданность. Наверное, для зрителей покажем, где все это находится, о чем речь идет. Это небольшая наша республика, Якутия, крошечная. И там есть вот небольшой такой проект каскадов. Я надеюсь, что на карте схеме все достаточно видно. Я ничего не перепутал. Мы об этом говорим. Да. Вот давайте несколько слов, что это за затея, зачем такое огромное количество гидроэлектростанций на юге Якутии. Понятно, что до севера это все равно не доберется, но для чего-то вот это же проектировали, и проектировали достаточно давно. Да, давайте сразу начнем с истории. Как вообще все это, откуда это все взялось, как это все затевалось. Все это начало затеваться еще в конце 50-х годов. Дело в том, что Советский Союз был государством с плановой экономикой, и он очень серьезно подходил к перспективному планированию. В рамках этого перспективного планирования он изучал все реки, на которых теоретически, потенциально может быть построена гидроэлектростанция. И такая работа, очень большая работа, была выполнена в 50-х, начале 60-х годов. И она была изложена в таком фундаментальном труде, аналогов которого больше нет, и, наверное, уже не будет. Это книга «Энергетические ресурсы СССР», выпущенная Академией наук СССР в 1967 году. И там есть отдельный том, который посвящен именно гидроэнергетическим ресурсам. Так вот, в этом томе есть в числе самых разных других рек и исследования рек бассейна реки Лена. И здесь еще в 1962 году было выявлено возможность строительства целого ряда гидроэлектростанций в бассейне реки Алдан. Это крупнейший приток реки Лена. Условия здесь очень подходящие для развития гидроэнергетики. Они заключаются в том, что здесь местность такая гористая, она очень мало обжитая. Соответственно, затраты на переселение людей, на перенос инфраструктуры, Сельскохозяйственных хозяйство, которые составляют очень большую часть стоимости строительства любой ГЭС, они отсутствуют. То есть, фактически здесь исключительно лес, часто не очень хорошего качества, попадает под затопление, в связи с чем затраты именно на подготовку зон водохранилища, они здесь очень небольшие. То есть, это Алданское Нагорье, я так понимаю, там действительно даже оленьи пастбища заброшены сейчас, потому что олень по горам не желает прогуливаться. Все население Алданского района, собственно, в Алдане, в Неринге, достаточно так компактно проживает. При этом сами реки достаточно большие, ресурсы именно гидроэнергетические достаточно значительные. Это и создало предпосылки для строительства каскадов ГЭС сразу на нескольких реках. Это реки, как, собственно, сам Алдан, река Лёкма, река Учур и река Темтон. И вот в 1962 году была создана энергетическая схема использования реки Темтон, на которой было выявлено несколько потенциально возможных для строительства гидроэлектростанций, включая так называемую Иджекскую ГЭС, которая впоследствии, после нескольких, итераций проектирований, переименований, сейчас известна как Канкунская ГЭС. Собственно, вот в 60-х годах была эта схема создана и положена под сукно. Почему? Потому что в 60-х годах никакой необходимости в строительстве там ГЭС не было. Ну, лишь потребителей не было. Потому что не было потребителей. В 60-х годах строили совсем другие станции. Это вот Братская ГЭС, например. Вот она тут видна на этой схемке. Развивалась Восточная Сибирь. Затем в 70-х годах начала развиваться гидроэнергетика и на Дальнем Востоке. Изначально это был бассейн Амура, Езейская ГЭС, Бурейская ГЭС.
и гидроэлектростанции на реке Вилюй для энергоснабжения алмазной промышленности, алмазодобывающей, и на реке Колыме для энергоснабжения, в общем-то, Магаданской области, золоторудных предприятий, вот, всего комплекса. Где-то в 80-х годах Второй подход к да, снаряду. пошел второй подход снаряда, уже более практический. Была уже построена Зейская ГЭС, строилась Бурейская ГЭС, стал вопрос, собственно, что дальше? Ну и что строительство малого БАМа с освоением углей Нерингри. Строился На БАМ. японские деньги, прямо скажем, но тем не менее. Строился БАМ, начало строительство и планировалось строительство ответвления БАМа наверх, на Якутск. И геологоразведкой были выявлены очень большие месторождения в этом районе. Это месторождения угольные, это месторождения железной руды, это месторождение урановой руды, это месторождение фосфорного сырья, апатитов. Апатиты, да. Причем они под Алданом, то есть если мы говорим о ГЭС, то вот просто на той же реке. Вот. И поскольку, опять же, СССР был государством плановым, он в рамках планов следующих пятилеток решил все это разрабатывать. А чтобы все это разрабатывать, нужна была электроэнергия. И вообще в СССР любили гидроэнергетику как такую основу развития новых территорий. Создание так называемых территориально-промышленных комплексов, ТПК так называемых. Когда ставилась ГЭС, она становилась ядром, вокруг которого создавалось все остальное. Поэтому ГЭС были таким элементом опережающего развития. Строилась ГЭС, потом обычно та же самая организация, которая строила ГЭС, начинала строить вокруг предприятия. При строительстве ГЭС создавалась вся инфраструктура необходимая, то есть дороги, аэропорты, Жилье огромное строились. Вот, наверное, самый классический пример – это, например, Братский ТПК. Братско-Устилимский. Братско-Устилимский ТПК, да. Вот когда сначала строилась ГЭС, потом к ней присоединялся там алюминиевый завод, крупный лесохимический комплекс, железнодородные предприятия. Все это делалось в комплексе. Ну да, если говорить о Братско-Устилимском, там реализация началась в 50-е годы. На тот момент население во всем регионе, которое было занято во всей этой области, было 50 тысяч человек. Когда проект был практически полностью реализован, почти 1 миллион. Да. То есть вот действительно освоение просторов. И строил это, собственно, все тот же Братсгазстрой, да, который и был создан как организация для строительства ГЭС. То есть тяжелое было время, строительные тресты создавали прямо на месте, вместо того, чтобы провести тендер, пригласить японских корейцев, а также южно-суданских бразильцев. Да, и просто сами все делали. Причем это были очень мощные организации, очень влиятельные. Например, когда после Усть-Илимской ГЭС был поставлен вопрос строительства следующей станции на ангаре Богучанской, ее тоже Братсгазстрой начал строить. Тут возник такая небольшая проблема. Створ Богучанской ГЭС, он в Красноярском крае. А Братсгазстрой, он базировался в Иркутской области. И всерьез рассматривался вопрос о передаче просто от Кежемского района, где строилась Богучанская ГЭС, в Иркутскую область, для того, чтобы просто Братсгазстрой было сподручнее ее строить. Настолько это были мощные влиятельные организации. Так вот, в рамках вот этого комплексного подхода это был Южно-Якутский территориально-производственный комплекс. И железная руда, и уголь, и урановые месторождения, апатиты, по-моему, там еще что-то было. Были намечены контуры вот этого Южно-Якутского ТПК. Он даже начал создаваться, правда, на основе сначала углей, Нерингринская ГРЭС, Нерингринские угольные месторождения, но он планировался гораздо больше, чем просто угли. И вот в рамках этой работы была проведена актуализация предыдущих разработок, изыскатели еще раз ходили, смотрели, подтвердили, что возможно строительство крупных ГЭС. Они были предварительно намечены, были по ним предварительные проектные проработки в 80-х годах проведены. Потом случился распад Советского Союза, и, соответственно... со всеми вытекающими. Да. На самом деле, история в солнечном Советском Союзе, где все получалось, проект Южно-Якутского ТПК так и не смогли сформулировать,
потому что не разобрались, кто должен вести. Там одновременно возникли Министерство металлургии, Министерство угля, Министерство цветной металлургии. И вот они все вместе пытались выяснить, кто из них самый главный. А тут кончилась советская власть. И провал. И провал. Очередной. И примерно лет на 10-15 об этом всем забыли. Через 10-15 лет, то есть в начале 2000-х годов, Нулевых, да, в начале нулевых, у нас началось реформирование российской энергетики. И под это дело реформирования энергетики снова возникла идея о том, что хорошо бы как-то вот вернуться к практикам хорошего планирования, долгосрочного планирования. И снова были подняты старые материалы, и снова возникла идея развития того, что раньше называлось Южно-Якутский театрально-производственный комплекс, а теперь стал называться как проект комплексного развития Южной Якутии. да, то есть теперь вместо каких-то трестов и министерств у нас эффективные частные собственники. И были совершенно фантастические истории, когда в Якутию приезжал сам Анатолий Борисович Чубайс. Да. Реформировать, строить и так далее. И, соответственно, правительство Якутии было очень за. Был сформулирован такой пакет проектов, которые могут в него войти. Все эти месторождения, фактически, которые в советское время были разработаны. Естественно, их должны были разрабатывать уже собственники текущие. Например, одно из крупнейших в России урановых месторождений должен был разрабатывать Росатом. Для себя пометил, что, Да. что там вообще намечалось, сейчас перечислю. Ильконский горно-металлургический комплекс на карте вроде бы есть. Это крупнейшее на территории России месторождение урановой руды. Он не разрабатывается, потому что не самое богатое. Там содержание урана 0,15. Росатом пока размышляет, так скажем. Тараных-Хасский горно-обогатительный комбинат – это целая пачка месторождений железной руды. С огромными, кстати, запасами, там что-то за миллиард тонн руды. Вот сейчас перечислю. Таежная, Таранахская, Горкитская, Десовское. Там все вместе. Общие ресурсы по 4 месторождениям превышают 5 миллиардов тонн. Поэтому, в числе прочего, планировался даже металлургический комбинат в Нерингре. Нерингре – это коксующиеся угли, вот она, железная руда, вот все вместе, планов было громадье. И возникла корпорация развития Южной Якутии, республиканское предприятие, наделенное достаточно большими полномочиями, и все, в общем, было замечательно до начала кризиса 2009 года, когда внезапно всем стало грустно. И в 2006 году свежесформированная, сначала РАО «СС России», потом свежесформированная ОАО «Гидро ОГК», которая позже переименовалась в «Русгидро», начала разрабатывать идею, как бы все это громадье планов обеспечить электроэнергией. То есть Русгидро занялась, как ни странно, своей работой планировать. Да, Гидро занялась своей работой и даже более того смогло убедить государство выделить государственные деньги на это. И было выделено порядка 2 миллиардов рублей на проектные работы по первоочередной Канкунской ГЭС. Почему из всего вот этого вот большого кластера, то есть порядка 7 станций, была выбрана именно Канкунская ГЭС как первоочередной объект? Хотя она с чисто, так скажем, экономических параметров была не самая оптимальная. Если смотреть самую оптимальную станцию, то вот самая оптимальная – это Среднеучурская ГЭС, вот она тут тоже на схемке есть. Вот она по своим экономическим параметрам является в каскаде самой лучшей. Но было принято решение взяться за Темптон, за Канкунскую ГЭС, по той причине, что у нее очень удобное расположение географическое. Ну да, это же дороги надо строить. Да, здесь рядом относительно и автомобильная дорога на Якутск, и железная дорога на Якутск. То есть порядка там 100 километров у нас транспортная доступность. Здесь же относительно рядом проходит линия электропередач. Опять же, они идут вдоль этой линии наверх на Якутск. Относительно недалеко БАМ. То есть вот транспортная доступность очень хорошая именно этого створа. И именно поэтому было решено за него взяться.
Это дает возможность, наверное, электроэнергию и БАМу дать. Да. То есть, То есть это облегчает ведение строительных работ. Среднеучурская ГЭС, она значительно дальше расположена, значительно восточнее, в гораздо менее обжитой местности, с гораздо более проблемой транспортной доступности. Это практически граница с Хабаровским краем, и там уже надо думать не о проектах, которые в Якутии, а о тех, которые, может быть, найдутся в Хабаровском крае. Как вариант, но, в общем, в целом затраты именно на инфраструктуру, поддерживающую транспортную, энергетическую, здесь были бы на Учурской ГЭС выше. Поэтому было решено взяться за то, что поближе. А поближе была вот Канкунская ГЭС. И в 2000-х годах туда пришли изыскатели Института Ленгидропроект. Буквально в 2 словах, что такое Ленгидропроект, почему именно эта организация занималась проектированием Канкунской ГЭС. И почему хорошо, что Ленгидропроект жив, находится в ведении Росгидро и не остается без работы, на самом деле сейчас это главное. Да. В СССР существовала, вот тоже где-то вот к 60-м годам сложилась единая система организаций, проектировавших гидроэнергетические объекты. Она называлась Гидропроект общий. У гидропроекта были отделения по всей стране, всему СССР, которые специализировались на определенных участках местности, на определенных регионах. Они как бы их застолбили и там работали. А головной гидропроект в Москве, он специализировался на бассейне Волги. И вниз. Да, на Кавказе частично и частично в Сибири. Очень частично. А Средняя Азия? Например, Ангарский каскад, он был весь гидропроект. В Средней Азии был Ташкентский гидропроект, среднеазиатский и казахский филиал гидропроекта. На Кавказе был грузинский гидропроект, армянский гидропроект и азербайджанский гидропроект, бакинское отделение. По всем да, республикам? Вот каждый хотел себе собственный гидропроект. Был собственный гидропроект на Украине, он занимался каскадом ГЭС на Днепре. А вот Ленинградское отделение гидропроекта, кстати, с очень большой историей, это, вообще говоря, старейшая у нас организация, которая занималась гидростроительством, оно ведет свою историю с Временного правительства, с партией, которая была создана там в 2017 году для того, чтобы изучать реки севера. Волховская. Да. Он фактически проектировал, тогда еще не называясь Ленгидропроектом, Волховскую ГЭС, там целый ряд станций, там Нижнесвирскую. Так сложилось исторически, что вся гидроэнергетика Дальнего Востока, она оказалась в сфере ответственности Ленгидропроекта. Он проектировал... Небольшой участок работы, всего Восточная Сибирь и Дальний Восток. Да. Крохотный. Он проектировал все станции, которые построены на Дальнем Востоке. Мзейская ГЭС, Бурейская, Вилюйская, Колымская. Соответственно, именно этот институт имеет максимальный опыт работы в этой области. Фактически никто в России, кроме Ленгидропроекта, не умеет проектировать гидроэлектростанции на вечной мерзлоте. Потому что никто их и не проектировал, кроме него. Вот он проектировал. И совершенно естественно, что Ленгидропроект и взялся за проектирование Канкунской ГЭС. И он ее проектировал в конце 2000-х нулевых годов работали изыскатели, а уже в начале 2010-х работали уже непосредственно проектировщики. И за 2 года, с 2010 по 2012 год, был создан проект Канкунской ГЭС, который прошел главгосэкспертизу, то есть фактически можно брать и строить. Может быть, проверить на всякий случай, мало ли что. Вдруг землетрясение было, никто не заметил. Да, после того, как проект пошел главгосэкспертизу, это означает, что все, можно строить. У нас есть такая схема, да, поскольку ГЭС, да не только ГЭС, это, к сожалению, очень ответственные, они обязательно проверяются государственной экспертизой. То есть независимые эксперты смотрят все. Насколько проект обоснован с инженерной точки зрения, насколько там учтены все риски, насколько он правильно подсчитан с экономической точки зрения. И когда все это посчитано, все это проверено, экспертиза дает добро. Значит, что проект, да, он обоснован со всех точек зрения, он может строиться.
Дальше надо разрабатывать технико-экономическое обоснование и приступать. Нет, технико-экономическое обоснование как раз разрабатывается на начальном этапе. А дальше уже нужно разрабатывать рабочий проект, так называемый. То есть уже станция разбивается на чертежи конкретные. Если сначала у нас, что в главку экспертиза смотрит, она смотрит чертеж всего сооружения. Достаточно подробные, кстати говоря, чертежи. А дальше идет уже рабочее проектирование, то есть, условно, у нас есть чертеж плотины, а дальше уже чертежи отдельных блоков бетонирования в этой плотине. Да? Если у нас есть чертеж грубо расположения гидроагрегата, то дальше идет уже чертеж самого гидроагрегата. То есть уже вот на таком уровне, по которому уже люди, которые строят, прораб может прийти, взять этот чертеж и вот по нему уже заливать бетон, там маркировать арматуру и так далее. Взять чертеж и спросить, а где бетонный завод? Да. И куда возили арматуру? И, кстати говоря, про бетонный завод в проект строительства ГЭС входит так называемый ПОС, это проект организации строительства. Там детально прописано, где будет база строительства, а где будет бетонный завод, а откуда мы будем брать цемент везти, Щебенку а таскать. где мы возьмем щебенку, да, а где мы возьмем песок для бетона. И это все прорабатывается в проекте, который уходит в ту же главу госэкспертизу. Причем в условиях Якутии это такие непраздные вопросы, где найти песок. Очень непраздные вопросы, и вот об этом я чуть-чуть дальше поговорю. Так вот, что же было спроектировано и почему станция получилась такой, какой она получилась. Начнем с условий. Река Темтон – это очень непростой объект для геодезического строительства, как оказалось. Причин тому несколько. Причина первая. Здесь очень суровый климат. То есть здесь среднегодовая температура минус 10 градусов. То есть вот он юг Якутии. Это вот, у нас вот, юг и- Якутии. да. Солнечный юг Якутии минус 10 градусов. Я повторюсь, это среднегодовая температура. А минимальная температура здесь уходит за минус 50. Что это означает? Это означает, что у нас там есть такое интересное явление, как вечная мерзлота, уходящая здесь на глубину в 300 метров. Поверх нее надо каким-то образом поставить, привязать плотину. Поверх нее надо поставить плотину. Плотина на вечной мерзлоте – это всегда сложно. Это не невозможно. У нас построены плотины на вечной мерзлоте. Вот та же самая Вилюйская ГЭС, та же самая Колымская ГЭС. Колымская, Усть-Среднекамская. Среднекамская, Мамаканская, там станции есть. И в то, что на Таймыре вокруг. Таймыр, Курильская, Норильском. Усть-Хантайская и станции на Кольском полуострове, они построены на вечной мерзлоте. Но это создает много сложностей. Главная сложность заключается в чем? Когда мы создаем водохранилище у нас в этом регионе существует всегда при температуре плюс 4 градуса. Раз он существует при температуре плюс 4 градуса, она начинает эту вечную мерзлоту немножко растапливать. А это значит, что сооружение может немножко так... Скользнуть. Да, немножко так поплыть. Поэтому необходимо применять особые проектные решения, которые позволят обеспечить надежность сооружений. Это все возможно. Но это сложнее и дороже. Это первая проблема. Проблема вторая. Река Темптон отличается очень неравномерным стоком. Максимум стока – это 6 месяцев весенне-летнего периода. Это когда они там думают, что это лето. Да, Вот минус 10 это здесь, уже лето. Да. По своему гидрологическому режиму Темптон, он такая река переходного плана. То есть здесь уже заканчивается муссонный климат, который вот снизу идет, да? Вдоль бассейна Амура. Вдоль бассейна Амура, где он прям чисто муссонный. Вот здесь он уже такой переходный от муссонного к континентальному. Здесь уже и весной достаточно существенное половодье, и летом идут дождевые паузы. Из-за дождей, да. Да. И максимум стока здесь идет в летние периоды, в июле. Здесь порядка там больше 1000 кубов, 1500 кубов уходит вот в летние месяцы. Но в зиму здесь воды нет практически совсем. То есть остается там буквально 10 кубометров в секунду, ну то есть ни о чем. Что это означает с практической точки зрения? С практической точки зрения это означает, что нам надо копить воду, Водохранилище нужно. чтобы ее срабатывать зимой. Для этого нужно водохранилище емкое, с большой амплитудой сработки.
То есть нам нужно водохранилище срабатывать на 20, на 30 метров, может быть, даже больше. Это означает, что у нас должна быть высокая плотина. Потому что если плотина у нас невысокая, мы не создадим водохранилище То и достаточно емкостью. двигаться негде. Да, у нас вверх. не будет просто вот этой емкости, которая нам обеспечит работу в зимний период. Итого мы имеем высокую плотину, которую надо строить на вечной мерзлоте. С учетом ледового покрытия водохранилища в течение Да. 9 месяцев в году. С учетом того, что у нас есть лед, с учетом того, что у нас есть очень большие перепады по стоку. Это, кстати, в свою очередь означает, что у нас должны быть очень большие, очень достаточно серьезные и, соответственно, достаточно дорогостоящие водопропускные сооружения. То есть, при том, что река Темптон имеет средний годовой расход воды в 500 метров кубических в секунду, это как бы не очень много, это примерно там река Ока, условно, то максимумы паводковые здесь, они сопоставимы с тем, это больше 10 тысяч кубометров в секунду. И они сопоставимы с тем, что, например, есть на Саяно-Шушенской ГЭС. Это крупнейшая ГЭС России. Енисейские объемы. Да, объемы максимального паводкового стока, они большие. Это, опять же, означает, что нам нужна большая плотина, чтобы водохранилище аккумулировать такие стоки, и нам нужны большие, серьезные водопропускные сооружения. После того, как вот эти вот все водные стали понятны окончательно, начался вопрос о том, а какая, собственно, такого типа плотину мы будем проектировать. Чем ГЭС интересны, за что я их люблю, это то, что в отличие, например, от тепловых станций, от атомных станций, от тем более солнечных станций, которые очень просты, каждая ГЭС является сооружением уникальным. Они все индивидуальные. Все абсолютно индивидуальные, потому что все реки разные. И более того, все условия на конкретных реках разные. Даже конкретный створ. Створ – это вот место, где располагается ГЭС, все они разные. Исходя из этого, формируется конкретное техническое решение. Плотины могут быть очень разные по конструкции и по материалу, из которого они сделаны. А по большому счету все плотины, тут очень грубо, делятся на две категории. Это плотины грунтовые и плотины бетонные. Грунтовые плотины, как понятно из их названия, делаются из грунта. Грунта самого разного. Это может быть просто песок. Вот, например, многие не знают, что плотины на Волге, наша гордость, да, великие стройки коммунизма, как их называли, плотины ГЭС на Волге, они сделаны из песка. Самого обычного песка. И из-за того, что этого песка очень много, у них даже нет никакой защиты от фильтрации. Просто из-за их огромного объема вода очень медленно проходит через толщу песка. Плотины можно сделать из каких-то глинистых материалов. Плотины можно делать из камня. Как правило, плотины высотные, нам нужна высотная плотина, и плотины вот в такой местности они делаются из камня. Потому что грунтовые просто смоют. Да. Что землю, что песок просто Потому из-за напора. Потому что камень и технологически он очень удобен. Как правило, есть вот в этой горной местности всегда. То ты берешь соседнюю гору, ее разбираешь и насыпаешь камень. С каменной плотиной возникает одна небольшая проблема. Она заключается в том, что вода, она как бы вот так немножко через камень фильтруется. Потому что камень невозможно уложить, как песок, так, чтобы в нем не было промежутков. Вода протекает через эту плотину. Если мы ее не защитим от фильтрации, от прохода воды, то она просто будет протекать через эту плотину и не будет ее задерживать. Поэтому каменные плотины, или как их официально называют в гидроэнергетике, каменно-набрасные плотины, они всегда имеют так называемый противофильтрационный элемент, некую защиту от фильтрации, которая может быть реализована, по сути, своими двумя способами. Это либо экран, который размещается на поверхности плотины, либо это некая внутренняя стенка, ядро, диафрагма, которая находится в центре плотины и защищает ее от фильтрации. Чаще всего используется ядро. Ядро из глинистых материалов, потому что глина она плохо пропускает воду. Это очень удобно. Такие плотины с ядром из глинистых материалов очень хорошо отработанные. Они известны, скажем, плотина Колымской ГЭС.
Самая высокая плотина у нас построена в зоне вечной мерзлоты, 130 метров. У нее ядро из глинистых материалов, и она отлично работает. Но это им повезло, там глина есть. Да, плотина Нурекской ГЭС 300 метров, ядро глинистое, все хорошо. Была долгое время самой высокой плотиной в мире. Но, как вот Борис правильно сказал, есть одно маленькое но. Эта глина должна быть. А в районе Канкунской ГЭС глины нет. Ну, то есть от слова совсем. Ее нет. И песка почти нет. Есть только камень. В связи с этим возникает вопрос, что делать против флотационного элемента, если у нас плотина каменная. Остаются варианты. Экран. Экран, скажем, экран на Вилюйской ГЭС есть, отработанный континент. Он там тоже сделан из углинистых песчаных грунтов. Их здесь нет. Это верх плотины закрыт от верх протекания плотины, воды. он водонепроницаемый. Чтобы его просто не размыло, не смыло. Есть вариант сделать экран из бетона, с железобетоном. Такие плотины известны, они сейчас очень популярны с бетонным экраном, поскольку они оказываются достаточно экономически выгодные. Проблема в том, что никто и никогда не строил плотины с железобетонными экранами, во-первых, такой высоты, а высота здесь вырисовывается больше 200 метров. А во-вторых, в таких условиях. Проблема экрана в чем? В том, что он очень чувствителен к осадкам плотины. А учитывая, что плотина отсыпается и в зимний период, грунты смерзшиеся, плотина при ее растеплении, она будет давать осадку. Она будет подсаживаться вниз. Она будет подсаживаться, это естественный процесс, он как бы непосредственно устойчивость плотины не влияет, но он начинает смещать экран. Это как бы очень рискованно. Нет опыта строительства нигде плотин с железобетонным экраном в условиях вечной мерзлоты, а тем более такой высоты. Большие риски. Поэтому от экрана отказались. Стали смотреть другие варианты. Варианты диафрагмы или какого-то ядра. Тут было проработано несколько вариантов. Вообще говоря, вот при проектировании Канкунской ГЭС было рассмотрено 15 вариантов различных конструкций плотины. 15. Это нормальное явление, то есть всегда, когда проектируется ГЭС, рассматривается несколько вариантов. Какие-то из них отбрасываются по причине надежности. Потом остается несколько вариантов, которые, да, технически реализуемы, надежные. Из них выбирается тот, который просто дешевле. Так вот, было рассмотрено 15 вариантов. В части грунтовой плотины были, например, рассмотрены варианты с бетонным ядром. То есть можно из бетона сделать ядро. Он серьезно прорабатывался, оказалось, что он не проходит по надежности. Возникают там проблемы с напряжениями в этом ядре. Плотина высокая. То есть ядро это вот в центре плотины, Да, оно есть, и вокруг него, собственно, вся плотина. То есть такая клиновидная такая стенка, достаточно толстая. Не получается ядро. Стали смотреть вариант диафрагмы. Диафрагма – это прям такая тоненькая стеночка. Чаще всего она делается из железобетона, опять же, плит, либо из так называемого асфальтобетона. Ну, то есть, вот, условно, тот же самый асфальт, который у нас на дороге. Просто он залит в такую как бы стену толщиной там несколько метров, не пропускающую воду. Либо рассматривать еще варианты называемой цементации, то есть бурятся скважины и туда закачивается под давлением цементный, глиноцементный раствор, который как бы схватывается и образует такое инъекционное ядро. Сложно, но нужно для того, чтобы понять, почему же плотина получилась именно такой. А здесь тоже выяснились проблемы. Диафрагмы, асфальтобетон, железобетонные, выше 100 метров никто не делал. Опять же, вот эти вот тонкие стеночки при осадках плотины вызывают сомнения в их работоспособности. В результате выбрался такой вот комбинированный вариант. У нас снизу на 80 примерно метров бетонное ядро, сверху диафрагма асфальтобетонная. Такой вариант был. Он был принят как один из. Дальше стали смотреть бетонные плотины. Бетонные плотины тоже могут быть очень разные. Створ, он позволял построить плотину, например, классическую гравитационную. Что гравитационная плотина? Плотина, которая держится за счет своего веса. Гравитация. Гравитация. Она очень тяжелая, поэтому вот огромные массы воды, которые измеряются миллиардами тонн, они не могут ее сдвинуть. Гравитационная плотина тоже может быть разная.
Есть плотина арочно-гравитационная. Это вот как на Северно-Шушенской ГЭС, и здесь она тоже прорассматривалась. Это плотина, которая частично за счет гравитации держится, частично за счет упора в берега, потому что она вот такая вот выгнутая. Она выгнута аркой в сторону водохранилища, то есть вода давит, пытаясь раздвинуть берега. Да. Ничего не получается. Ничего не получается. Такой вот чисто арочные плотины, они самые экономичные, поскольку можно делать очень тонкими. Бетон на сжатие работает очень хорошо. Огромные нагрузки выдерживает. Поэтому можно сделать плотину высотой там 200-300 метров, толщиной там, наверху в несколько метров. Всего 5-6 метров она будет. Но, к сожалению, арочная плотина, она очень требовательна к условиям. Должна быть, во-первых, не очень широкая долина, должны быть очень прочные берега. Очень прочные берега нужны. Вот чисто арочную плотину здесь построить нельзя. Можно построить арочно-гравитационную. Ее смотрели, но она тоже не подошла по ряду причин, в том числе экономического характера. В итоге осталось два варианта. Либо вот гравитационная бетонная плотина с так называемыми расширенными швами, такими пластями внутри, либо вот плотина грунтовая с таким вот смешанным противофильтрационным элементом. И по уже экономическим показателям была выбрана плотина гравитационная. Бетонная гравитационная плотина. Со швами. С расширенными швами, да. Она была обоснована, проверена, все как бы вот с технической точки зрения, с надежностью вопросов она не вызывала. Чем она еще удобна? Ей неудобно сделать водосброс прямо на теле плотины. Учитывая, что водосброс нужен был большой, то это было актуально. Но кроме водосброса через тело плотины, здесь был запроектирован еще один водосброс береговой. Такой же, кстати, как на Северно-Шушенской ГЭС, вот построенный уже позднее. Ступенчатая такой каскад из 4 ступеней, который пропускал бы избыток воды. И здание ГЭС, которое здесь было запроектировано не рядом с плотиной, не примыкающее к плотине, как на Северно-Шушенской ГЭС, а на берегу. И вода к нему подводилась по тоннелям. Вот, все это было спроектировано, успешно прошло госэкспертизу и сдано в архив. Почему? Потому что все это гидротехническое великолепие стоило 8 миллиардов тогдашних долларов. Или там 240 миллиардов тогдашних рублей в ценах 2012 года. 12 год, да. Да. Обосновать... А почему такие суммы? Потому что, вот, например, плотина такая, она по объему получалась 10 миллионов кубометров бетона. Для сравнения, примерно столько же было у бетона уложено в Северно-Шушенскую ГЭС, которую СССР строил без малого 30 лет. Да, но при этом мощность Саяно-Шушенской ГЭС... 6400, мощность Канкунской ГЭС 1000. 6 раз меньше. И возникает вопрос, как все это будет окупаться. И выработка тоже. Если в Саяно-Шушенской ГЭС это более 20 миллиардов киловатт-часов, то здесь там меньше 5 миллиардов киловатт-часов, то есть в 4 раза меньше. Соответственно, темпы окупаемости будут... Соответственно, вопрос с темпами окупаемости возникал. Все это наложилось на, как Борис правильно сказал, на то, что кризис 2008 года отложил все проекты, которые должны были снабжаться электроэнергией от Канкунской ГЭС куда-то в дальний ящик. А раз нет потребности в электроэнергии, то зачем она и нужна? Ну и как оно будет окупаться? Да, и как она будет окупаться? Раздавать электроэнергию на линии пастбища в Медвежьей берлоге проект не прошел. Тем более, что в тот момент энергосистема Дальнего Востока считалась профицитной. И зачем вам нужна электроэнергия, зачем вкладывать миллиарды в проект, который, в общем-то, и не нужен. До гордого звания энергодефицитного региона Якутия доросла в 2018 году. Да, и особенно к 2020 годам она доросла. Так вот, проект ровненько... Ушел в дальний ящик. Ушел в дальний ящик, и там он и лежал вплоть до самого последнего момента, когда компания Ильга им заинтересовалась. В текущей ситуации действительно возникают предпосылки о том, чтобы этот проект в том или ином виде, возможно, имеет смысл реализовать. Тем более, что, если говорить о том, когда он всплыл проект, при разработке генеральной схемы размещения новых объектов генерации до 2042 года, он там есть. Он там есть с вводом в, если не изменяет память, в начале 30-х годов.
Да, до 1936 года должно быть построено. Как и кто будет строить, разумеется, при генеральных схемах никто не думает. Зачем? Главное, чтобы схема была красивая. И то, что компания «Эльга Уголь» увидела в этом комплексном плане, то за язык взяли. Вы написали? Да. Давайте мы будем строить, а вы будете обеспечивать все, что для этого необходимо, помогать. Выводы Да. мощности, вот давайте. Написано в схеме, давайте. И предпосылки есть. Какие предпосылки? Предпосылки заключаются в том, что энергосистема Дальнего Востока стала дефицитной, и уже прямо хорошо дефицитной. И мы смотрим дальше, и мы видим, что дефицит будет нарастать. Потому что реализуются новые проекты. Я не поленился, посмотрел, что происходит в Якутии. Там средний рост спроса на электроэнергию вот уже 6 лет от 8 до 9% в год. То есть, перекрывает все показатели России с нашими средним по больнице 1,5% просто на невероятные какие-то величины. И останавливаться они не хотят. И этот дефицит надо как-то закрывать. Чем его закрывать? Да? Тепловая генерация. Есть тепловая, традиционная основа генерации на Дальнем Востоке – это угольная. Уголь, конечно. Это уголь, но у угля есть свои проблемы, как экономические, экологические, технические. Например, угольные станции, они не очень маневренные. Энергосистему надо балансировать. И простое соображение, как сующиеся угли Неринг отправлять в топку, не очень многие хотят. Да, Дороговато. Дороговато. А не как сующиеся вести Далековато. то тоже вопрос. Газ. Газ – это товар экспортный. Газ мы отправляем в Китай, плюс мы газифицируем существующую энергетику. И вот очень много мощности вести на газе, тоже возникают вопросы. В той же схеме есть, и вроде бы «Газпром Энергохолдинг» Чульманскую ТЭС уже начал строить, она будет именно газовая, но на просторы... перспективу возникают вопросы, да, как мы газ будем увязывать с учетом всех потребностей. А потребностей на газ желающих много. Кроме энергетики есть газохимия, да, есть огромные строящиеся уже частично работающие газохимические кластеры в Амурской области. И тоже вопрос. Вот Чульманская ТЭС должна получить газ из силы Сибири. А этот газ содержит гелий. А гелий отправлять в топку, тоже не очень осмысленное решение. Да. А если много таких газовых ТЭС построить, то, извините, совсем... Нужна переработка, это отдельный вопрос. Он же там идет с Кавыктинского месторождения, в том числе ресурсная база в Иркутской области, да, там гелий, подготавливать его, извлекать. И, повторюсь, газ – товары экспортные. Это, во-первых. Во-вторых, представить, что вот по тому рельефу будут тащить газовые трубы, это точно будет что-то невероятное. Да, инфраструктуру тоже надо развивать, потому что, например, вопрос той же газификации Нерюнгринской ГРЭС, который рассматривается очень долго, он завязан, например, на расширение газопровода. Потому что по текущий газопровод «Сила Сибири», да, он забит полностью. Надо строить так называемые лупинги. Это фактически параллельная труба, которая стоит очень и очень немаленьких денег. А спрос есть в Амурской области, на юге Хабаровского края. То есть, вот эту смычку между Сахалинским маршрутом и «Силой Сибири» не просто так строят, но туда тоже придется подать газ. То есть с газом вопросы. И сейчас, например, проблему энергодефицита Дальнего Востока пытаются решать строительством солнечных электростанций. Это гениальное решение. Я думаю, что если удастся построить Канкунскую ГЭС, обязательно надо где-нибудь наверху влепить солнечную панель. Почему бы и нет? Например, есть пример на Нижнебурейской ГЭС. Не на самой, правда, станции, а прямо рядом с ней, на территории. Есть солнечные панели, если не изменяет память, что-то так в районе 200 киловатт. Они дают частично обеспечивая собственные нужды самой станции. Но опять же, никто Они не даже может... не выдаются в энергосистему. Опять же, всегда можно сказать, что мы поддерживаем зеленую энергетику изо всех сил. А если пустить по водохранилищу плот с солнечной панелью, вообще будет прекрасно. Справедливости ради, надо сказать, что Канкунская ГЭС – это самая зеленая энергетика. Потому что гидроэнергетика как таковая, она возобновляемая, она зеленая. Она не выбрасывает. Как ни странно. Ничего. И даже более того, по крайней мере, что касается российских ГЭС, особенно ГЭС в холодных условиях,
канкунское, это холодные условия, то вот была большая работа, как раз Росгидро инициированная и проведенная совместно с Академией наук, с Институтом Академии наук, в котором было четко показано... Физики атмосферы, да, Да, Институт физики атмосферы там работал. трехлетняя экспедиция во всех климатических зонах, огромная работа. на самом деле. Уникальная работа, и было показано, что у нас водохранилища не только не выбрасывают какие-то парниковые газы, а наоборот аккумулируют их. То Ну, есть, для того, чтобы выбросить парниковый газ, надо добиться того, чтобы что-то гнило. Средняя температура Алданского Нагорья минус 10 градусов. Чтобы там что-то загнило, нужно специальных каких-то зеленых людей туда привезти. поэтому все, что туда попадает, оно там все в водохранилище остается, консервируется в донных отложениях, и, соответственно, вот этот вот углерод, он фактически изымается из атмосферы. То есть ГЭС не только такая вот, как канкунская, да, не только предотвращает выброс парниковых газов, кстати, сжигание топлива, она еще и изымает их из атмосферы, консервирует. Не, ну, причуды нашего законодательства, на всякий случай напоминаю, что у нас есть категория малых ГЭС до 50 мегаватт мощности, они исключительно зеленые. Как только мощность становится 50,1 мегаватта, все. Это уже не зеленая генерация, вода становится черной, падая с плотины, пропадает навсегда, не возобновляется, ну и так далее. Может быть, пройдут годы, и вот это безобразие удастся отменить. Оно на самом деле не совсем так. Дело в том, что то, что она зеленая, оно, в принципе, никто не сомневается. Есть даже зеленые сертификаты выпускаются с крупных ГЭС. Они обращаются, то есть как бы признано, что это действительно зеленая энергия. Другое дело, что экономически, да, вот малые ГЭС, они проходят по так называемым конкурсам ДПМВ, как и солнечные, как и ветровая генерация. То есть их строительство, оно экономически обеспечивается повышенными выплатами с рынка. Именно за счет того, что вот мы считаем, что надо развивать зеленую энергетику. А большие ГЭС таких механизмов поддержки не имеют. И это и привело, собственно говоря, к тому, что у нас сейчас в России не строится ни одной крупной ГЭС. Как это ни печально. Я так понимаю, это причина того, что за тем, как будет получаться в этот раз у компании «Эльга-Уголь», будет следить вся наша гидроэнергетическая общественность, потому что это шанс увидеть в России большую плотину. Да, это шанс увидеть в России большую плотину. Можно же посмотреть чуть дальше, да? Ведь одной канкунской ГЭС... Аппетит во время еды. Аппетит приходит во время еды. Мы же помним, да, что у нас тут целый, еще с советских времен, проработанный комплекс гидроэлектростанций общей мощностью порядка 10 тысяч мегаватт. И это уже такие объемы, которые Дальний Восток уже как бы не переварит. Если не будет развиваться. Проекты есть, и за то время, которое прошло со времен создания проекта ТПК, еще кое-что открыто и продолжает открываться. И надо отдать должное руководству Якутии. Они сейчас очень много прикладывают усилий, чтобы геологическая изученность, которая по состоянию на 91 год составляла 12%, выросла где-нибудь там до гигантских, не знаю, 15, нет, много. В общем, там есть что искать. Якутия недра не изучена, и перспектива очень и очень серьезная. Да, но даже если это будет по каким-то причинам там задерживаться, есть у нас совсем рядом крупный рынок сбыта. Это Китай. Китай северный энергодефицитен, своих возможностей для строительства крупных ГЭС там нет. И экспорт электроэнергии из ГЭС – это направление достаточно интересное. Оно как минимум не менее интересное, чем продавать газ, потому что газ мы там выкачаем, продадим, он кончится. А вот река будет течь 50 лет, и через 100 лет, и через 10 тысяч лет она тоже будет течь. На самом деле, если говорить об этих экспортно-импортных операциях, в 2004 году, когда мы решили пограничный вопрос с Китаем, напомню, что теперь у нас граница государственная проходит посередине русла реки Амур, поэтому она не постоянная, Амур капризен, он может уходить влево, вправо, вот государственная граница вслед за ним плещется. Одновременно было подписано меморандум о том, что Китайская Народная Республика готова закупать до 30 миллиардов киловатт-часов ежегодно. Выполнялось это в лучшем случае на 10%. Не было у нас лишней электроэнергии, а сейчас ее не стало окончательно. То есть, если обычно все-таки 3 миллиарда киловатт-часов продавали, то теперь есть такие таинственные сведения, что делегация Интеррао уже побывала в Китае с вопросом, а вот нельзя ли
в обратную сторону, в Приморский край, потому что у нас как-то проблематично. Мы там с Бурейской, с Зейской потом киловатт-часами рассчитаемся. Ну, вот, то есть все. Уже все ресурсы, какие только были, все исчерпано. Но Китаю надо. Китай готов. До 30 миллиардов киловатт-часов. Да, и вот, кстати говоря, именно Китай, помимо того, что это рынок, это к тому же еще и гигантские компетенции в области строительства гидроэнергетики. Особенно в горах. Особенно в горах, потому что Китай на данный момент и уже достаточно долгое время является безусловным мировым лидером в области гидроэнергетики. А как по общему объему строительства станции, ну, то есть практически там больше половины всех вводов ГЭС это Китай. И так и по сложности и уникальности сооружений, которые там строятся. То есть пошло освоение Тибета, это, конечно, фантастические условия. Ну вот тебе, да, это просто не знаю, может, тоже можно будет поговорить о этой станции. Сейчас немного не в план. Вот сейчас они начинают реализовывать проект ГЭС в Тибете на реке Брахмапутра, которая в том районе известна как Ярлунг-Цангпо. Это совершенно уникальнейший створ. Это на небольшом участке падение очень большой реки составляет порядка 2 километров. И мощность станции одной здесь может быть там порядка 40 тысяч мегаватт. Это фантастика, и там фактически под горой восьмитысячника прорываются совершенно колоссальные тоннели, по которым будет вода перебрасываться с вот этот вот гигантский каньон, спрямляя эту излучину под горой. Они уже начали это делать, была церемония официальная вот в этом году буквально, там, по-моему, летом. Вот. Они уже запускают этот проект. Но и без этого они построили очень много чего, станции мощностью там, в 6, 7, в 10, в 20. Ну, 3 ущелья знаменитые и так далее. Ну, 3 ущельями не ограничивается. То есть 3 ущелья станция просто большая, но у нас с технической точки зрения она на слуху, что можно построить такой мощности гидроэлектростанцию. Не так интересно. Вот, например, мне, как человеку, интересующемуся гидроэнергетикой. В Китае построены станции, которые не так известны, но с инженерной точки зрения гораздо более сложные и интересные станции. Вот такой вопрос оставим в сторонке Китая про интересности. При такой высоте плотины какой будет объем водохранилища, какую площадь придется затопить? Это же, наверное, огромные числа. Нет, это числа не огромные совершенно. Горная местность. У нас плотина 228 метров, но при этом площадь водохранилища, измеряет память, что там в районе 200 квадратных километров получается. Ну, я просматривал вот те данные, которые проскальзывали в открытые источники, там в пределах 250 квадратных километров. Да, потому что... А если бы такую плотину построили на равнине, это сколько было бы? Во сколько раз больше? Сравните, там мощность около 1000 мегаватт, это у нас... На Волге, что ли? На Волге, Воткинская ГЭС, около 1000 мегаватт. Но там тысячами измеряются площади водохранилищ. Но потом, какие это водохранилища? Если на Волге это затапливались там пахотные земли, затапливались поселения, там переселялись десятки, сотни тысяч человек, то здесь переселять не надо никого. Трактор с плугом на Алданском Нагорье пока не наблюдался. Не наблюдался, и нет здесь дорог, нет здесь инфраструктуры, нет в зоне затопления каких-то серьезных месторождений полезных ископаемых. Повторюсь, с точки зрения подготовки водохранилища тут работы минимальные. Фактически они заключаются в том, что надо вырубить лес по периметру этой зоны сработки. Ну, зато большая работа, достаточно интересная инженерная. Да, и, подытоживая, перспективы здесь есть. Проект интересный, но именно с технической точки зрения он сложный. И главная задача, которая будет стоять перед новым инвестором, это обеспечить его окупаемость, найти такие технические решения, которые позволят построить этот объект быстро, не очень дорого и достаточно хорошо. С этим, возможно, сложности
Ну, будем наблюдать. Будем наблюдать. Ну, у нас... Эльга Уголь продемонстрировала, что со сложными Эльга Уголь, объектами да, справляется. И они Тихоокеанская железная построили, да, дорога. дорогу железную, которая вот все были удивлены. Да, особенно сроками. И то, что получилось. И, ну, если брать само Эльгинское месторождение, за 5 лет в 10 раз увеличить объемы добычи, ну, то есть вот сложные вещи. Там тоже нет населенных пунктов. Тоже все было далеко не просто с заставкой оборудования, строительных материалов и так далее, и так далее. Но ничего. Пусть попробуют чуть севернее. Вот тут на карте можно заметить отметочку от Эльгинского месторождения. Вот там совсем недалеко. По якутским меркам, по-моему, километров 400 всего. Практически за углом. Это вызов, и это очень, Это серьезный очень вызов. интересная история. Если удастся это реализовать, это будет иметь прям очень большой эффект синергетический. Не только для самой компании, для развития территории, но, конечно, он будет очень важен для гидроэнергетической области в нашей стране. Для того, чтобы просто сохранялись у нас компетенции по строительству ГЭС, они должны строиться. Гидростроитель – это штучный товар. Это не просто строитель, который умеет вязать арматуру, лить бетон и так далее, и так далее. Это специальные люди, и отсутствие постоянной практики, ну, понятно, что человек найдет другое место работы, но Да. без передачи опыта из рук в руки будет очень сложно. Нам сейчас вот в России обязательно нужен какой-то энергетический объект, новый генетический объект, который позволит сохранить имеющиеся у нас компетенции в области гидротехнического, гидроэнергетического строительства, в области проектирования таких объектов, в области их сооружения. А иначе этот опыт, он уйдет. Как вот Бурейская ГЭС в свое время она спасла фактически и проектные институты, и производители оборудования, и строителей. Позволила реализовать ряд других проектов. Так вот сейчас нужен такой якорный проект, который позволит... Пока на день сегодняшнего законченного Усть-Среднеоканская ГЭС И все, да, всё. все. Даже такие проекты вроде бы, которые можно достаточно легко реализовать, ну, например, в Кемеровском крае Крапивинская ГЭС. Крапивинская ГЭС, да. Это было построено наполовину, брошено, недавно обследовано, и, в общем, сделано заключение, что ее можно достроить. Вы совершенно реально ныряли в водолазы, смотрели, что с бетоном. Бетон стал крепче. Ну, бетон становится крепче со временем, это известный процесс. Если его там не долбать снаружи как-то, он не... Если он сделан действительно по рецепту, а не разбавлен песочком, то действительно выяснилось, все в порядке. Настоящий гидротехнический бетон – это штука очень и очень хорошая. Я вот помню, я был неоднократно на Шушенской ГЭС, я смотрел видел состояние бетона, ее поверхности, плотины, обращенные вот в сторону водохранилища. Там вот зимой он срабатывается достаточно глубоко. И видно вот ту поверхность бетона, которая обычно скрыта под водой. Несмотря на то, что там лед, который давит на плотину, да, несмотря на то, что это постоянное смачивание, высыхание, Замерзание, оттаивание. Это очень тяжелые условия для бетона. Там состояние бетона практически идеальное. При том, что он эксплуатируется с конца 70-х годов, то есть это уже больше 40 лет. Ну да. В общем, проект дерзкий, проект нужный. Гидроэнергетики по понятным причинам. Нам нужно сохранить опыт, иначе мы будем только в музеях вспоминать, как мы строили ГЭС по всей планете. А теперь мы этого делать не умеем. Отдельно, по-моему, хорошо то, что наверняка придется обращаться в Ленгидропроект, а там любая дополнительная работа – это тоже компетенция, это тоже необходимо. Ну и будем надеяться, что все получится, а дальше аппетит во время еды. Дальше инвестор выяснит, что для того, чтобы проект окупался, нужно больше вырабатывать электроэнергии, а чтобы больше вырабатывать электроэнергии, нужно строить контрплотину нижнего посещения, ну и дальше аппетит во время еды. Там есть где развернуться. Будем наблюдать. Будем наблюдать. И, уважаемые зрители, я очень надеюсь, что передача была достаточно интересной. И все, что касается гидроэнергетики, это действительно интересно. Никто не знает, сколько ГЭС работают. Самое честное поведение отмечено в Швейцарии. На вопрос срока эксплуатации они каждые 10 лет приписывают 10 лет и ждут, когда все это закончится. Пока не дошли до отметки в 190 лет, намерены двигаться дальше. Это та энергетика, которая не требует подвоза никакого энергетического сырья. Даже урановая руда здесь ни в какое сравнение не идет. Здесь вообще ничего не надо, кроме поддержания всех технических характеристик, которые необходимы. Но
тот опыт, который у нас есть, это делать позволяет. Так что будем надеяться, что проект состоится. Будем надеяться, что Ильге удастся трудовой подвиг номер 2. Будем считать, что первый они уже совершили, и Тихоокеанская железная дорога, и порты, и аэропорт, там можно долго перечислять. ГЭС они еще не строили. Так что будем надеяться, что дебют получится. Думаю, что интерес со стороны всех, кто связан с гидроэнергетикой, проектировщиков и строительных организаций будет максимальным. Ну, и если тема интересна, я думаю, что я смогу договориться с Иваном Владимировичем, чтобы он заглядывал к нам, рассказывал, что такое гидроэлектростанции, как их строят, почему они бывают земляные, песчаные, бетонные, каменные, и бог его знает, какие еще, какие они бывают маленькие, какие они бывают большие. Тема очень интересная, мне так, по крайней мере, кажется, но, может быть, это мое субъективное мнение. Жду ваши комментарии, жду ваши замечания, и огромное спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Спасибо.